Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о певице Алле Пугачевой и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова. Чрезвычайное событие произошло сегодня утром в Израиле на центральном пляже города Хайфа. Алла Борисовна Пугачева, на данный момент проживающая на Кипре, по личным причинам приехала в Израиль для встречи со своей закадычной подругой, известной певицей Лаймой Вайкуле и дочерью Кристиной Орбакайте. У Лаймы Станиславовны Вайкуле и Аллы Борисовны Пугачевой существует давняя традиция. Раз в год они встречаются на земле обетованной и проводят вместе несколько дней. Однако на этот раз совместная встреча закончилась чрезвычайным событием. По данным израильских СМИ, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Кристина Орбакайте сначала отправились в придорожный ресторан под названием «Попутный ветер», а потом уже отправились на центральный пляж. Однако в ресторане известные певицы хорошо употребили алкоголь, что и привело к печальным последствиям. Несмотря на то, что Лайма Станиславовна и Алла Борисовна живут за рубежом, они употребляют исконно русскую кухню. И в ресторане, раздавая щедрые чаевые официантам, заказали самые лучшие блюда. На заказ известным певицам доставили самые известные русские блюда: пельмени, борщ, окрошка, блины, щи, оливье, солянка, холодец, ботвинья и многие другие. Помимо этого, известные певицы заказали набор дорогого спиртного. В скором времени к столу Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой присоединились и их друзья, молодые израильские музыканты. Побывав на пляжной дискотеке и в местном ресторане, Лайма Вайкуле и Алла Пугачева вместе со своими молодыми друзьями отправились на местный пляж, где и произошло чрезвычайное событие. В местном баре на пляже Израиля Аллу Борисовну не узнали и не пропустили вне очереди, что и вызвало сильнейший гнев Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. Алла Борисовна и Лайма Станиславовна затеяли конфликт с продавщицей бара и попросили пропустить их вне очереди, но получили категорический отказ. В заключении всего Алла Борисовна затеяла конфликт с продавщицей из-за того, что ее не пропустили вне очереди и не узнали. Была вызвана израильская полиция, и Аллу Пугачеву и Лаймы Вайкуле арестовали за нарушение общественного порядка. В итоге Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле придется выплатить крупный денежный штраф за рукоприкладство, нарушение общественного порядка и неадекватное поведение в публичных местах Израиля. Общественность Израиля после шокирующего происшествия поставила вопрос о полной депортации Аллы Пугачевой из страны в связи с ее шокирующим поведением на земле обетованной. К слову сказать, это уже не первая криминальная история, которая произошла с участием Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Израиле. Зрители с очень большим стажем могут помнить криминальную историю, которая произошла еще в 2022 году. В мае 2022 года, после переезда Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Израиль, у Максима Александровича завязались романтические отношения с известным израильским бизнесменом, топ-моделью и чемпионом мира по плаванию Араком Майямом, или же Нир Лави. В свое время эта история наделала немало шума. Максима Галкина и Арака Майяма связывали не только романтические отношения, но и совместный бизнес. По некоторым данным, в тот момент даже Алла Борисовна Пугачева ревновала, что Максим Галкин проводил большую часть времени не со своей супругой и со своей семьей, а с романтическим другом Араком Майямом. Отношения Арака Майяма и Максима Галкина развивались столь стремительно, что на тот момент их роман стал самой обсуждаемой темой в мире российского шоу-бизнеса. Однако после произошло непредвиденное событие. По неизвестной до сих пор причине Максим Галкин решил расстаться с Араком Майямом и вернуться к своей семье и супруге.
Чувства израильской топ-модели Арака Маяма были оскорблены, и он стал шантажировать Максима Галкина приватными фотографиями. Ну а утром 21 мая 2022 года произошла трагедия. Максим Галкин и Арак Маям находились в местном баре, а потом поехали на пляж Средиземного моря. Молодые люди отчаянно спорили между собой и что-то обсуждали, однако с пляжа вернулся только один Максим Галкин, а тело Арака Маяма было обнаружено спустя несколько дней в волнах Средиземного моря. В тот момент многие израильтяне не могли поверить в случайную смерть Арака Маяма, так как в молодости он был чемпионом мира по плаванию. В тот момент отец Арака Маяма, крупный израильский чиновник, настоял на аресте Максима Галкина и депортации семьи Аллы Пугачевой из страны. Однако в связи с тем, что не было найдено прямых доказательств причастности Максима Галкина к преступлению, Максим Александрович в скором времени оказался на свободе. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о нападении на депутата Госдумы по городу Самаре Михаила Николаевича Матвеева. Несколько дней назад депутат Михаил Матвеев, проезжая по городу Самаре, попытался разнять драку между мигрантами, однако сам получил серьезное ранение – черепно-мозговую травму. На данный момент депутат находится в больнице. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Вчера вечером практически весь состав антикоррупционного комитета побывал на Новодевичьем кладбище столицы. Сотрудники организации почтили память своего товарища и легендарного советского и российского актера Александра Анатольевича Ширвинда, который долгое время был членом антикоррупционного комитета и его заместителем. Александру Анатольевичу Ширвинду могло бы исполниться 90 лет. Замечательный артист в свое время стоял у истоков создания антикоррупционного комитета и выдвигал важные проекты по развитию России и антикоррупционной организации. В числе таких проектов Александр Ширвинд предложил создание собственного телеканала и радиостанции антикоррупционного комитета. Вчера в Москве около здания американского посольства известный певец по имени Шаман устроил незапланированный концерт. Данное музыкальное выступление было акцией протеста против того, что на ютубе был закрыт канал известного певца. Несколько дней назад команда Никиты Михалкова закрыла видеоканал под названием «Срочные новости плюс 21» за недостоверную информацию о российских артистах и о антикоррупционном комитете. Хозяин канала был арестован. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.